Я снова рад вас приветствовать на канале Великий Манипулятор. Извиняюсь, что у меня очень долго не было на связи. У меня, как обычно, проблема с зубами. А поскольку я уже живу около 2 лет в Чехии, здесь лечение зубов это очень и очень большая проблема. Поэтому уже дошло даже до того, что я вчера даже не смог открыть ноутбук. Поэтому сегодня решил записать небольшое видео, потому что мы вчера увидели движение вниз по биткоину, и снова у людей началась небольшая паника. Я хочу записать это видео для того, чтобы вас, ребята, также новых подписчиков, также старых подписчиков, именно подбодрить. Рассмотрим графики биткоина и эфира, а также вам покажу 2 очень классные и позитивные новости. Поэтому давайте все просмотрим от начала и до конца. Итак, погнали. По инфляции, ребята, как вы знаете, вчера вышла не очень хорошая новость, то есть инфляция немножко увеличилась по отношению с тем, что ожидалось, и поэтому биткоин вот так прошелся вниз. Итак, насколько он здесь вчера рухнул, примерно на 12%, практически 13% от пика до лоя. У всех началась снова паника, снова мы падаем куда-то вниз, куда-то дальше. Ребята, пока ничего страшного нет, у нас просто взяли и заперли. Заперли нас, ребята, вот в таком промежутке небольшом, вот сейчас вам покажу, вот здесь. Вот так, в таком промежутке нас заперли и начинают нас здесь колбасить. Да, немножко мы сюда выходили, хотели нас показать здесь, что хотят нас вывести на уровень около 28 тысяч где-то сюда, но, к сожалению, этого не произошло, и я думаю, что в ближайшем времени еще не произойдет. Почему? Даже если мы включим небольшие объемы, фиксированный профиль объема, даже по этих уровнях, сейчас увидите, ребята. Посмотрите, вот здесь мы видим, что есть очень большое вот такое пустота, вот такая большая пустота. Поэтому если мы пробиваем вот этот уровень где-то в 25-200, закрепляемся, то мы легко летим сюда в следующий уровень. Этот большой игрок не хочет, и поэтому он нас запер. Как вы можете увидеть, да, самые большие объемы как раз набираются в данном диапазоне. Даже здесь набирались, но самый большой это уровень 21 500, самый огромный уровень, и также здесь в районе, в котором мы сейчас находимся, 20 300. Вот здесь и набираются самые большие позиции, самые большие объемы. Поэтому, ребята, расслабьтесь, настройтесь на то, что мы в этом диапазоне будем дольше стоять. А я вам говорил и еще раз повторю, чем дольше мы находимся в данном диапазоне, вот таком, ребята, тем лучше для биткоина. Мы создадим огромнейшую плиту для того, чтобы мы в дальнейшем, когда достигнем уровня где-то 28 тысяч, если будем возвращаться сюда, то мы не упадем ниже на 16, на 15, либо на 14 тысяч. Поэтому это хорошо, что мы здесь находимся. Это будет для нас в будущем огромная дополнительная поддержка для биткоина. Поэтому расслабьтесь, налейте себе кофейка, купите себе хороший вкусный шоколад, который вы любите. Пейте кофе в прикуску с шоколадом. Это то, что я постоянно делаю и получаю очень много дополнительной энергии. Поэтому в данном диапазоне, я думаю, они нас еще поддержат. Не хотят они нас выпускать. Индекс страха и жадности постоянно находится в страхе, либо в чрезвычайном страхе. Поэтому не хотят не давать никакого позитива на криптовалютном рынке. Как вы знаете, в конце сентября будет снова выход по ставкам ФРС. Снова нам нарисуют какой-то выход вверх, потом снова могут дать вниз. Либо же могут наоборот, сейчас недельку-полторы дать вверх, потом резкий спуск и выйдут хорошие новости и дадут немножко вверх. Но все равно будут держать нас приблизительно в данном диапазоне. Это мое субъективное мнение. Можете с ним соглашаться, можете нет. Но, как говорится, все мы увидим, конечно же, в будущем. Но не забывайте, ребята, что у вас должен быть всегда план Б, который должен осуществляться в том случае, если мы пробьем данный лой. То есть часть все-таки средств своих держите на случай того, что мы пробьемся вниз на 16 тысяч. Все это реально. Как я говорю, чем дольше мы находимся здесь, тем реальность того, что мы пробьем данный лой, будет намного и намного ниже. Так что вот такие дела, ребята. Что у нас по эфиру? Как вы знаете, завтра по эфиру должны выйти, по идее, позитивные новости, и мы, по идее, должны пойти вверх. Но не знаю, что здесь произойдет. Пока так же само, именно эфир также находится в данном диапазоне. Вот в таком диапазоне также находится здесь в хорошем таком накоплении. Как вы знаете, чем дольше мы находимся всегда в таком накоплении, ребята, тем это лучше. Мы накопимся, пружина сожмется и потом просто выстрелит куда-то вверх. Очень хорошо отыграл Ethereum Classic, я смотрел его только что график недавно. Вот так он выглядит, практически мог отыграть его вчерашнее падение, практически полностью. То есть он выглядит довольно
более существенно на рынке. Если завтра выйдут хорошие новости, все будет в эфирах хорошо, можем, естественно, ребята, мы с вами достигнуть район снова $45. Если сюда достигнем, думаю, с третьей попытки, как я говорю, можем пробиться и пойти в данный уровень, ударяться. Уже от него можем снова скатываться вниз. Предполагаю, что так будет по эфиру классику. Поэтому, ребята, по эфиру мы узнаем все буквально завтра и последующие несколько дней. По биткоину, я думаю, до того, как выйдут новости по ФРС, мы будем находиться в том определенном диапазоне, о котором я сказал. И никогда, ребята, не печальтесь, если происходят большие такие падения, которые произошли вчера на биткоине. Наоборот, если вы приходите на рынок и видите, что товар подешевел, что вы делаете? То есть вы начинаете покупать его намного больше, потому что видите большую скидку. Поэтому если биткоин упал, также какие-то активы вам интересны, которые упали, набирайте их. Это для вас идет скидка, потому что в следующий раз может ее и не быть. Что у нас вообще на криптовалютном рынке еще находится? Ребята, куда-то Луна только что улетела. Луна Си. Очень сильно просела Луна Classic, а также Луна на фоне новостей, то что Южная Корея привлекла Do Kwon в суд. Поэтому, ребята, очень плохие новости по Луне вышли, хотя недавно очень сильно, что Луна Classic, что Луна очень сильно росла, давала сумасшедшие иксы буквально на медвежьем рынке. Но и только вышла новость о Do Kwon, и сразу мы полетели вниз. Поэтому ждем результата, что там дальше произойдет и что будет вообще с Луной. Либо же ее все-таки укатает полностью обратно в ноль, и ни Луна Classic, ни простая Луна уже больше никогда не вернется на криптовалютный рынок в тех рангах, в которых она была ранее. И по поводу, ребята, двух новостей, о которых я вам хотел рассказать. Итак, первая приятная новость, это Роберт Кийосаки говорит: мировые рынки готовы рухнуть, и криптовалюты наилучшая защита. Что он здесь нам хочется рассказать? Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказывает масштабный экономический кризис и падение мировых рынков. Он считает, что защититься от этого помогут именно криптовалюты, ребята. В своем обращении к инвесторам Роберт Кийосаки рассказал, что ожидает продолжительное снижение фондовых рынков по всему миру. Однако он в очередной раз подчеркнул, что именно медвежий тренд лучшее время для инвесторов. Это то, о чем я вам говорил, что именно когда есть скидка, нужно всегда покупать. Он позволяет выгодно покупать активы и получать огромные прибыли, ребята. Именно огромные прибыли. Также экономист ожидает, что доллар США может потерять свои позиции на мировой арене, что приведет к массовому принятию криптовалют. Я считаю, что приближается крупнейшее падение экономики в мировой истории. И сейчас вопрос не стоит, хотите ли вы инвестировать в криптовалюту. Сейчас вам необходимо покупать криптовалюту именно из-за этого крупнейшего кризиса, подчеркнул Кийосаки. Сейчас криптовалютный рынок достаточно тесно коррелируется с фондовыми рынками. Так, 13 сентября, когда власти США обнародовали данные по инфляции, и она оказалась выше ожидаемой, фондовые рынки значительно упали, но вместе с ним упал и криптовалютный рынок. Биткоин потерял 5,3% капитализации всего за час, а за 12 часов падение составило около 10%. Что интересно здесь есть? В конце июня Кийосаки говорил, что он мощно закупится биткоином, очень мощно закупится биткоином, когда курс первой криптовалюты рухнет до 1100 долларов. Итак, ребята, вот вам и прогноз. Расставляйте ваши ведра по 1100 долларов, и там будете закупаться вместе с Робертом Кийосаки. И следующая новость. Рауль Пал прогнозирует рост крипторынком в ближайшие 12-18 месяцев, ребята. Так что запомните, что нас еще будут очень и очень долго в данном диапазоне, как говорится, очень сильно мурыжить. Что он здесь нам хочет рассказать? Генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил, что рынки криптовалют достигли дна, поэтому трейдерам не стоит опасаться еще большего падения, а следует задуматься о будущем. Бывший исполнительный директор Goldman Sachs Рауль Пал считает, что спекуляции на тему рецессии в социальных сетях не могут претендовать на истину, потому что люди зачастую ориентируются на нынешнюю ситуацию, а криптовалюты – это про будущее. По мнению Пала, вполне вероятно, что инфляция станет отрицательной в ближайшие 12-18 месяцев. Я думаю, что это настанет, может быть, немножко быстрее, чем 12-18 месяцев. Посмотрим, естественно. И это хорошо скажется на рискованных активах, таких как цифровые валюты. Рецессия позади. Ставки снизились, как и инфляция. Криптовалюты достигли дна еще в июне. Я думаю, что когда речь идет о криптовалютах, то тут все построено на перспективе.
Чем выше потенциал роста, тем лучше чувствует себя рынок, сказал Пал. Ранее Пал заявил, что после перехода эфириума на новый алгоритм криптовалюты станет гораздо более привлекательным активом для инвесторов, поскольку это безопасный и простой способ вложить свои средства. Вот так заявил Рауль Пал. Поэтому, ребят, как вы видите, два очень авторитетных человека говорят, что все будет хорошо, но еще нужно подождать. Поэтому, ребята, как я сказал в начале, берите кофе, берите шоколад в прикуску, пейте и наслаждайтесь. Потому что все, что мы сейчас, ребята, видим вот здесь, это будет ничего по сравнению с тем, что мы увидим потом в будущем. И будем потом находиться постоянно в очень хорошем и позитивном, я думаю, настроении, даже если мы дойдем в данный диапазон от данных лоев, в которых мы сейчас находимся. А с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Всем хорошего настроения и всем пока, до новых встреч!